Привет! Сегодня поговорим, откуда же берутся камни в желчном пузыре. Существует миф, что высокожировая диета приводит к камням в желчном пузыре. Это совершенно не так. Рассмотрим более детально. Большинство камней — это холестериновые камни. Это сгустки холестерина, образовавшиеся вследствие нехватки желчи. Реальная изначальная причина образования камней в желчном пузыре — это нехватка желчи. Желчь — это жидкость, вырабатываемая в печени. В желчном пузыре она копится и становится в 20 раз концентрированнее. Она помогает извлекать питательные вещества из еды, особенно жирорастворимые витамины, незаменимые жирные кислоты. Затем поджелудочная выделяет ферменты для дальнейшего расщепления. Так что изначальная причина образования камней — нехватка желчи. Ведь желчь предотвращает образование камней, не дает холестерину сконцентрироваться и стать камнем. Также она выводит лишний холестерин. Так что желчь очень и очень важна, понимаете? А если вам удалили желчный пузырь, нехватка желчи у вас только усилится. Ведь у вас теперь нет мешочка, в котором желчь становилась бы концентрированной. То есть изначально вам его удалили, вероятно, потому, что у вас были камни. Его удаляют, и теперь нехватка желчи только усиливается. Она не копится. Получается, вы сменили проблему камней на другую проблему. Недостаточную абсорбцию жирорастворимых витаминов, жирных кислот омега-3. В том числе очень важная из них — DHA, которая полезна для мозга и сердца. И получить их из пищи теперь трудно, то есть пищеварение без желчи, как мытье рук без мыла. Теперь я расскажу, что может стать причиной потери или нехватки желчи. Это не непосредственные причины, а косвенные. Все они приводят к чему-то, что затем снижает выработку желчи. Избыток эстрогена может подавлять желчь и повышать риск возникновения камней. Например, гормональная терапия, контрацептивы, беременность. Все это увеличивает вероятность развития камней, потому что снижает выработку желчи. Кстати, симптомами нехватки желчи являются вздутие живота, несварение, газы, запоры, потому что желчь действует как смазка. Также боль в правом плече, головные боли с правой стороны, боль с правой стороны верхней трапециевидной мышцы или лопатки. Вообще все, что справа, потому что желчный пузырь может распухнуть и раздражать нерв, проходящий через правую сторону тела. В описании будет несколько дополнительных ссылок. Высокий кортизол тоже может подавлять выработку желчи. Кортизол — это гормон стресса, то есть стресс повышает риск камней, потому что он снижает желчь. Сюда же можно включить кортизол из лекарств, таких как преднизон. Один из побочных эффектов — он провоцирует развитие камней. Вот что важно. Инсулин в избытке может подавлять выработку желчи. У множества людей избыток инсулина. У 60-70% населения. А инсулин активирует, конечно, углеводы, частые приемы пищи. Но вот какую вещь я хочу сказать. Когда вы сочетаете углеводы, например, хлеб или пасту, с белками, или углеводы, сахар, с жирами, вы существенно усиливаете выработку инсулина. Если высокожировую диету совмещать с высокосахарной диетой, во многих опытах с мышами это называют высокожировой диетой. Хотя там много и сахара, и жиров, но об этом вам не говорят. Может возникнуть проблема камней в желчном или множество других побочных эффектов. Суть в том, что большое количество жира с малым количеством сахаров, углеводов совершенно безопасно. Это не создаст проблем. А вот сочетание высокожирной пищи с высоким сахаром или сочетание высокобелковой пищи с сахаром — это опасно. В целом, чтобы не было камней в желчном, нужно держать инсулин на низком уровне. В низкожировых диетах, веганских диетах, как правило, не хватает насыщенных жиров, чтобы активировать достаточно желчи. Интересно, ведь люди думают, будто проблему вызывает жир, но именно насыщенные жиры активируют выработку желчи, они вам необходимы. Я испытал это на себе еще в колледже, когда приготовил мясной рулет. Моя бабушка отлично готовила мясные рулеты. Она прислала мне рецепт. Я прочел его бегло, не вчитываясь. Там говорилось: возьмите фунт мяса, возьмите хлеба. Да, хлеба.
Смешайте, запеките, добавьте кетчупа. Я не прочел маленькую строчку, где говорилось «дайте жиру стечь и слейте его». Я не тронул жир, и хлеб впитал его, как губка, и я съел рулет целиком. Только подумайте, я смешал насыщенные жиры с белками и хлебом. Убийственное сочетание, мощный всплеск инсулина. У меня случилась желчная колика. Я думал, это камни, но это была просто желчная колика посреди ночи. По сути, если бы я продолжил в том же духе, у меня развились бы камни. Низкожировая диета увеличивает вероятность развития камней, потому что вам будет не хватать желчи. Не бойтесь насыщенных жиров при условии, что вы потребляете мало углеводов. Далее, жирная печень, которая, кстати, возникает из-за избытка инсулина. Если на печени слишком много жира, это нарушит функционирование печени, и вам будет не хватать желчи, ведь желчь производится клетками печени. Если половина печени жирная, значит желчи производится вдвое меньше. Так что жирная печень может повлечь за собой развитие камней. Как понять, жирная ли у вас печень? Взгляните на свой живот. Если у вас есть брюшко, печень, вероятно, жирная, но лучше всего сделать УЗИ и провериться. Антациды тоже могут нарушить способность производить и использовать желчь. Изначально необходимость в антацидах возникла из-за нехватки кислоты. Если вам это кажется странным, посмотрите видео про кислотность желудка, ссылка внизу. Причиной изжоги является нехватка кислоты в желудке. Да, звучит странно, но при нехватке кислоты в желудке сфинктер не закрывается, и кислота поднимается. Если кислоты в желудке достаточно, клапан закрывается надежно, и кислотного рефлюкса не происходит. Тот факт, что вам нужны антациды, говорит о том, что у вас нехватка желудочного сока. А желудочный сок — один из активаторов выпуска желчи из желчного пузыря. Так что, если вам не хватает этого активатора, идущего из желудка, это может привести к нарушению функции желчного пузыря и создаст целый ряд проблем. Эта цепная реакция происходит из-за того, что у вашего желудочного сока плохой pH. И последнее. Если вы не будете есть достаточно овощей, вы не сможете питать микрофлору толстого кишечника той пищей, которая нужна для поддержания объема микрофлоры, необходимого вам для переработки желчи. 90-95% всей желчи перерабатывается. И большую часть этой работы выполняет полезная микрофлора в кишечнике. Нехватка этой микрофлоры может привести к неспособности перерабатывать желчь. Это еще одна распространенная причина. Нехватка желчи — повышается риск развития камней. Надеюсь, это помогло вам понять, в чем настоящая причина появления камней. Оставляйте комментарии, мне интересно ваше мнение. Я хочу знать, что вы думаете об этом видео. Пожалуйста, оставьте комментарий и расскажите, что вы думаете.